Друзья, всем привет, на связи. Мы с вами на канале, где обсуждаем моноколесо и не только. Сегодня речь пойдет про скорость, про максимальную, даже я бы сказал так, рекордную скорость моноколеса, которую реально смогли зафиксировать и разогнать. Потому что те скорости, которые якобы в раскрутке, не в раскрутке по паспорту разгоняются, не все райдеры на таких скоростях передвигаются. Киев, Украина, конец октября, конец дня. Надеюсь, меня видно. Недавно мне на глаза попался видеоролик, где райдер с РФ на мастере смог разогнаться и реально это заснять до скорости 111 км в час. Вы знаете, я более 10 лет катаюсь на сноуборде, и рекордные скорости, которые фиксируют реально в книгу рекордов Гиннесса на сноубордах и на лыжах, почему-то не вызывают такого восторга. И вы знаете, если для сноубордов максималка, которую реально зафиксировали в книгу рекордов Гиннесса где-то в Альпах, первый раз она составляла 150 километров, второй раз она составляла 200 километров, вы только представьте, 200 километров в час слетать с горы на сноуборде, честно говоря, не знаю. А вот скорость 111 км в час на колесе, лично у меня, у того человека, который передвигается на КС-18L с максималкой 50 км в час, вызывают, наверное, 3 минимум критерия, 3 фактора. Это восторг, это удивление и это, я не знаю, типа какая-то опасность, что ли, потому что одно дело свалиться на скорости 50 км в час, другое дело свалиться на скорости 100. А свалиться не обязательно можно только из-за отключившегося колеса. Но я хочу обсудить и поговорить о другом. Про скорость на моноколесе, которую реально вот этот Александр смог зафиксировать. Я так прикинул, где у нас реально в Киеве, допустим, можно разогнаться и, в принципе, главное, ехать на такой скорости. Ехать в моем соображении не ускорение от светофора до светофора, да, а ехать хотя бы какие-то там 5, 10, 15, 20 километров, может быть, полчаса. Киев, Борисполь, там, где взлетная полоса, там, где разрешено, в принципе, официально 130 км в час, сколько там, 5-10 минут вы проедете. Киев, Одесса, тоже не везде, не всегда там можно проехаться. Киев, Житомир, Львов, в принципе, тоже дорога-то строится, ремонтируется, и за последние несколько лет она реально ее привели в божеский вид, но на такой скорости проехать на всю батарею, да, там часик прокатнуть, я думаю, что не получится. И в принципе, если человек дружит с головой, то скорости запредельные в городе не нужны. Где-то на треке, да, на гоночном треке, Формула-1 едем, экипируемся и гоняем, там да. И это касается не только моноколеса, это касается и самокатов, и мотоциклов, и машин. Город, я считаю, не для скоростей. Потому что не мне вам рассказывать, что скорость реакции у человека, да, на скорости 100 км в час и на скорости 50 км в час, которая разрешена, она, конечно, абсолютно разная. На одной скорости это потребует одно количество времени, соответственно, тормозного пути, на меньшей скорости совсем другого, и это непропорционально.
Видео, да, там райдер двигался ночью, там райдер двигался по почти пустой трассе, но, опять же, я бы поспорил, что если бы он там разложился, какая вероятность того, что колесо бы попало под колеса движущегося по соседству автомобиля. Вероятность есть? Есть. А если попадает под колеса, машина летит куда-нибудь в отбойник. В одном из прошлых видео вы написали о том, что тот адреналин, да, который нужно, чтобы выделился, двигаясь в автомобиле на скорости там условно 200 км в час, на моноколесе такие же эмоции, такой же адреналин выделяется на скорости там 60 км в час. То есть не нужно для этого скорости там 100 плюс. Все эти умозаключения к чему? К тому, что да, скорость это хорошо для обгона, для разгона, для опережения каких-то тихоходных транспортных средств, если это так можно назвать. Но по факту держать, допустим, на таких скоростях долго и ехать долго, ну, я думаю, что смысла особого не то что нету, но негде, просто банально негде. Мое мнение, для моноколеса именно такие скорости для нормального, адекватного, вменяемого райдера, который движется по городу, где ограничение 50 км в час, оно не нужно, но оно нужно для каких-то, назовем так, рывков. На каких скоростях вы едете, на каких скоростях вы передвигаетесь, в принципе, какая у вас средняя скорость, возможно, какая была максималка, которую удавалось выжать из вашего колеса, да, и, собственно, какое колесо, на каком колесе вы эту скорость развивали. По традиции, если ролик вам зашел, если вы хотите чем-то поддержать канал, а поддержать вы можете чем? Подпиской, комментом, фидбэком и пальцем вверх. Все это помогает для развития. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.